Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно интересную экспериментальную самоходку Су-101. Эту самоходку построили в единственном экземпляре, и воочию его можно увидеть, наверное, только в парке Патриот. И в этом видео я вам расскажу, что внутри этой коробки, а это набор от Трумпетера. Так что не пропустите мои комментарии по поводу сборки и окраски этой модели. Итак, поехали! Итак, передо мной набор советской самоходки Су-101. Это самоходка уже послевоенного периода. Она у меня в 35-м масштабе от Трумпетера. И на коробке, кроме бокс-арта, больше ничего интересного нет. Давайте открывать. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. В наборе у Трумпетера рекламка. Его остальной продукции, видите, как и комплексы тут разные, и трактора, и самолеты. В общем, фирма довольно разноплановая. В наборе есть инструкция по окраске. И здесь тоже ничего примечательного. Просто советский зеленый и черные траки. Собственно, и все. Мы используем вообще всего 3 цвета. Еще стальной, я так понимаю, для пулеметов и отражателей фар. И также у меня из дополнений есть еще пулемет ДШК, который сделан методом точения, и он имеет характерный рельеф. Ну и самое, наверное, сложное из дополнений – это траки Вафля. Точно такой же набор у меня был при сборке танка Т-34. Это Мастер Клаб. И сразу скажу, что использовать в составе вот эти вот пальцы из пластика я не буду, а сразу начну использовать проволоку очень маленького диаметра. Так намного проще и быстрее собрать этот набор дополнения. Также, наверное, из интересных деталей, что в наборе есть, это корпус, который состоит из 2 деталей. И по ним мы можем оценить габарит нашей будущей самоходки. Ну, довольно крупная модель. Почти как Т-34, кстати говоря. И декали. Просто 2 красных звезды и гвардейское знамя. Так что не богато. И, собственно, и, наверное, и незачем. Детали. Тут их совсем немного, что меня немножко даже радует. И инструкция. Довольно простая. Всего 8 шагов. Приступаем к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Сборка этой модели у меня не вызвала сложностей. Это очень простая, легкая модель от Трумпетера, в отличие от других моделей от этого же производителя. И вот, например, сейчас собираю модель Т-80БВМ, и там огромное количество деталей, очень мелкое членение, очень много мелочи, что действительно усложняет сборку модели. Вообще, тот набор мне напоминает модель от фирмы Mini-Art. А в этом же случае с моделью Су-101 все очень просто. Тут, по сути, в наборе 2 детали. Это нижняя часть корпуса, верхняя часть корпуса и немножко мелочевки. В частности, вот сейчас я приклеиваю запасные траки на лобовую плиту. И приклею ее на обычный клей для моделей с носчиком от Travel, который вы можете видеть сверху экрана. Кстати, такой клей продается в магазине «Модельная лавка». Также у модели есть немножко фототравленных деталей. В частности, это решеточка, которая защищает систему охлаждения моторно-трансмиссионного отделения. Я ее приклеиваю на суперклей. Смотрите, как это делаю. Я аккуратненько на зубочистку наношу суперклей, и этой зубочисткой прохожусь на те места, где будет соприкасаться фототравленная деталь с пластиком. После того, как я нанесла суперклей, я фототравленную деталь ставлю на свое место. То самое главное проследить за тем, чтобы углы решеточки не выступали. То есть она должна быть вровень с основной всей моделью.
Также я разместила другие мелкие детали на свои места, в частности байки, дымовые шашки, ящики для инструментов и так далее. Сейчас я ставлю на свое место маску пушки с пушкой, собственно. Делаю это я на сверхтекучий клей, хотя тут тоже можно использовать клей от фирмы Ravel с носиком, тут не принципиально. Ставлю на свое место и чуть-чуть придерживаю, даю немножко высохнуть, и все. Маска пушки размещена на свое место. Теперь настало время грунтовки. А все модели из пластика рекомендую грунтовать, потому что непонятно, как будет вести себя краска без грунта. А грунт дает хоть какую-то гарантию. Тем более я буду использовать стартовые краски от Мачете. Распределу красок особенно важно нанесение грунта, потому что только грунт может обеспечить хорошее прилегание краски к пластику модели. После того, как грунт высох, я затемняю модель, то есть места, которые должны быть темными, окрашиваю в черный цвет. Тут очень интересно выполнены бандажи катков. Они сделаны отдельной деталью, и это мне позволит их окрасить отдельно, что убыстрит мою работу, потому что обычно я такие детали окрашиваю ручной кисточкой. Настало время нанести основной цвет. Это классический зеленый цвет, который наносился на все советские машины. Собственно, в таком же цвете находится машина из коллекции музея парка Патриот. Собственно, это и единственный экземпляр, который сохранился в музее в мире. Его можно своими глазами увидеть, даже обойти вокруг, потрогать. Что, собственно, я и сделала в одном из своих видео на канале Даша Техник. Там выходило специальное видео про советские боевые машины, которые были разработаны на Урале. Собственно, второе название этой самоходки СУ-101 – Уралмаш-1. То есть Уралмаш – это такой знаменитый завод. Очень рекомендую посмотреть это видео, поскольку я очень подробно там говорю о самоходке СУ-101, о причинах ее возникновения, недостатках. Так что там очень подробно я отсняла ее со всех сторон. Особенно это будет важно для тех, кто будет все-таки строить эту модель сам. Обратите внимание, что это именно противотанковая самоходка, противотанковая САУ, или, как говорят территориальные танкисты, ПТ-САУ. У нее рубка смещена в заднюю сторону, и это давало некий выверж в броне. На этих кадрах вы видите, как я соединяю отдельно окрашенные катки с отдельно окрашенными резиновыми бандажами. То даже не нужен клей, они стоят натяг, и это очень упростило работу. Вообще, аэрографом работать намного проще и быстрее, чем работать с кисточкой. Тут не потребовалась такая точность. То есть я просто задула отдельно катки, нужный цвет, отдельно бандажи, нужный цвет и соединила. А если цвет у меня сейчас получился немножко глянцевый, но это исправимо. Просто потом я нанесу матовый лак на модель, и модель не будет выглядеть такой прям новенькой, свеженькой. Мне этого не надо. А я делала эту модельный заказ, и меня мой заказчик упросил сделать модель такой, передавшей виды, то есть боевую такую машину. Сейчас же я монтирую катки на свои места. Они тоже вставляются без клея и отлично держатся. Можно сказать, что модели изготовили настолько качественно, что даже клей их иногда не нужен. То есть настолько учтены допуски посадки, что она отлично собирается даже без клея. Ну, конечно, мелкие детали нужно клеить, естественно, но клей тут практически не пригодился. И понятно, что на самом деле самоходки СУ-101 никогда в жизни не воевали. Собственно, она была выпущена в одном экземпляре, и тем более она была разработана уже после Второй мировой войны. То есть такая идеальная самоходка для Великой Отечественной войны. Как известно, генерал не считает об оружии для прошлых войн. И поскольку машина не воевала, я проявлю какую-то фантазию. То есть как будто бы машина участвовала в локальном конфликте или даже, может быть, в глобальном наступлении на Ла-Манш в составе огромных орд советских танков, как это рисуют западные аналитики и фантасты. Сейчас я буду вручную красить другие элементы модели. В частности, мне нужно прокрасить запасные траки, собственно, в том же месте. Запасные траки располагаются и у танка Т-34. Видимо, это такая характерная черта советского танкостроения. Запасные траки – это лишний металл. Лишний металл – это лишняя броня, а броня, как вы знаете, лишней не бывает. Все-таки несколько сантиметров они могут стоить жизни. Я думаю, вы многие об этом знаете. Также я в черный цвет прокрашу антенный вод и маркерами от фирмы Gemscale окрашу отражатели фар в алюминиевый цвет, чтобы фара смотрелась так ярко. Тем временем вся краска уже высохла, и я прихожу к приему смывки. Смывка – это такая жидкая масляная краска. Вы ее можете видеть в левом нижнем углу, такой баночке моей, до которой я смешиваю краску. Кстати, эти баночки от фирмы Мачете. И эти баночки можно купить в магазине «Модельная лавка». А смывка отлично заполняет углубление рельефа модели и таким образом как бы выделяется, то есть и рисуются тени. Излишки смывки я удаляю white спиритом. Видите, у меня вторая баночка.
и есть готовый White Spirit. Можно использовать как обычный White Spirit, также можно использовать и художественный White Spirit. Он не отличается от обычного отсутствием запаха. То есть для кого это критично, можете воспользоваться именно художественным White Spirit. Он стоит чуть подороже, но по своим химическим свойствам он равен обычному White Spirit. Художественный White Spirit можно купить и в специализированных художественных магазинах, так и в маркетплейсах, в Озон, Wildberries. Везде просто вводите в поиск художественный White Spirit. Ну вот, собственно, тут вы можете наблюдать, как я удаляю излишки смывки. Излишки смывки можно удалять при помощи кисточки, смаченной в White Spirit, или же ватной палочкой. Только ватной палочкой будьте внимательны, поскольку она оставляет ворс на модели. И нам же не нужна модель такая волосистая. Или придется волоски удалять при помощи пинцета. Обратите внимание, что после смывки модель будто бы преобразовалась. Это как будто бы две абсолютно разные модели. Это прям такой удивительный метод, и я всем очень рекомендую использовать метод смывки в своих моделях. Наша модель стала как будто бы такой компьютерной, что ли, как будто это 3D-модель. По сути, это и есть 3D-модель, только не компьютерная. Большой плоскости можно защищать ватной палочкой, и особенно если там нет заклепок, и каких-нибудь там мелкие детали, за что может зацепиться ворс ватной палочки. Но вот мелкие моменты я все-таки рекомендую убирать при помощи кисточек, смоченной в White Spirit. Сейчас я буду изображать следы погоды, которые воздействуют на модель, вернее, на танк стоящий. Ведь же танк находится на улице, на нее падает снег, дождь, туман, влага засыхает, влага размокает опять, а попадает пыль на модель. И чтобы все это изобразить, я и воспользуюсь масляными красками. То есть я буду, такие точки в хаотичных местах разных цветов. Но в основном это коричневые, серые, немножко белого, может, сверху. И потом растушевываю эти масляные точки при помощи кисточки, которая смочена еще в том же White Spirit. То есть White Spirit – это такая универсальная штука. Я очень рекомендую его приобрести, если вы часто занимаетесь моделизмом. Очень классно. Прием называется визинг, от английского слова wear, погода. То есть мы как бы опогоживаем модель. Я также нарисую сколы на модели при помощи спонжа, или же, как это называется в народе, губка или моча посуды. Капаю губку или моча посуды в черно-коричневую краску, немножко вытираю об салфетку и остатками как бы от этой краски тычковым движениями наношу в хаотичных местах сколы краски. Получается довольно-таки реалистично, правда, настоящая старая краска. В модели очень много лючков, петель и так далее. И очень интересно выделить эти места, то есть такие болтики. И для этого я использую ту же масляную краску, то есть я смешиваю белую, желтую и зеленую краску. Получается такой как бы светлый зелено-салатовый оттенок. Беру широкую кисточку, макаю эту кисточку в получившуюся смесь и ее вытираю об салфетку и такой как бы сухой кистью прожусь по модели и выделяю рельеф. Кромпы за смевкой мы выделяем углубление на модели, а при помощи сухой кисти мы выделяем выступающие детали у модели. И, по сути, мне осталось поработать пигментами. При помощи пигментов цвета ржавчины я сымитирую ржавчину на мкотной трубе и чуть-чуть потом добавлю пигмент цвета сажи, собственно, имитирую сажу. И такая у меня получается выкотная труба, очень реалистичная. Также пигментом я сымитирую пыль. Поскольку у меня модель матовая, то пигменты отлично ложатся на модель и никуда не деваются, их очень тяжело отстереть, и как-то закреплять их не надо. Вот если у вас модель глянцевая, да, нужен скрепитель, как правило, это обычный растворитель, так что тут никаких других манипуляций и не надо. Также обратите внимание, что я разместила траки на свои места, траки я собирала из железных деталей. Более подробно это вы можете увидеть из недавнего видео про танк Т-34. Это точно такие же наборные траки, так что подробнее обращайтесь к тому видео. И вот такая модель у меня получилась. В принципе, настоящая боевая машина, не существующая, правда, в боевых порядках. Но, тем не менее, такой грозный получается истребитель танков. Наверное, уже истребитель не немецких, а американских и британских танков. Мне, в принципе, результат очень понравился. Если вам тоже понравился результат, то с вас, конечно, лайк и комментарий. Подписка на канал, если вы еще не подписались. Попробуйте сами собрать такую модель, сами покрасить при помощи моей видеоинструкции. Возможно, у вас получится даже лучше. Если это получится лучше, то обязательно делитесь своими результатами в моей группе ВК. Я и другие комментаторы оценят. Поддержите меня на Бусти, если он нравится мой контент, и входить, получать дополнительный контент обо мне вне моделизма. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.